Сегодня «Человек-амфибия», 1961 год, по одноименному роману Беляева. Авторы сценария Акиба Гольбурт и Александр Ксенофонтов. Режиссеры Геннадий Казанский, Владимир Чеботарев. В ролях Вертинская, Коренев, Казаков. Композитор Андрей Петров. Я тут вычитала, что, оказывается, у Беляева были предшественники. Во французской газете «Le Matin», Париж, с июля по сентябрь 1909 года публиковался роман-фельетон Жана Делаира «Человек, который может жить в воде». Затем осенью 1909 года в петербургской газете «Земщина» был напечатан роман анонимного автора «Человек-рыба», созданный на основе текста Жана Делаира. Сюжет по сценарию фильма. Доктор Сальватор в Буэнос-Айресе в детстве пересадил жабры акулы ребенку Ихтиандру, поэтому он стал земноводным организмом. Человек-амфибия, повзрослев, как-то спас девушку Гутьерре и влюбился в нее, которую любил богатый собиратель жемчуга Педро Зурита. Вот об этом противостоянии фильм. Я вроде не люблю фантастику, но Беляева читать люблю, просто, доступно, интересно. Беляева обвиняли в недостаточной научности, но, может быть, именно поэтому это совсем не скучно. Фильму 63 года, я его видела 100 раз, 101-й меня не разочаровал. Все было хорошо. Ихтиандр выполнял поручения своего отца, приносил со дна океана его обитателей, его все устраивало, но ровно до тех пор, пока он не влюбился. И он заявил отцу: «Я не хочу больше жить среди рыб, я умру от тоски. Зачем ты сделал из меня не человека?» Отец: «Не говори так, ты человек, Ихтиандр. Если я человек, я имею право любить». А любовь, как известно, несет с собой много бед и несчастий, помимо большого чувства. Как истинный капиталист, Зурита хотел использовать Ихтиандра как раба на водной плантации, который бы добывал для него много жемчуга. Идея неплохая, но рабам не нравится, когда заставляют много работать и мало платят. Это я пытаюсь шутить. Редактору Ольсену надо заплатить штраф за публикацию фельетона в газете для бедняков, и он обращается к Сальватору, но тот отказывает, говоря, что он вне политики. Ольсен: «Значит, пусть все останется как есть?» Сальватор: «Нет, несчастным надо помочь, но им поможет не политик и не газетчик, а ученый. Я уведу бедняков в счастливую и благодатную страну, где их никто не будет притеснять». Ольсен: «Куда же? На небо, на луну?» Сальватор: «В океан. На дне океана нет ни бедных, ни богатых. Там все будут свободными и счастливыми». Потом он знакомит Ольсена с Ихтиандром. Финал печальный. Когда Ихтиандра содержали в тюрьме, не соблюдали режим пребывания в воде и вне воды. В результате без воды он задыхался. Ему помогли бежать, довезли до океана, но быть с Гутьерре он уже не мог. Коренев и Вертинская совсем молодые, стройные, светлые глаза в обрамлении черных ресниц смотрятся контрастно потрясающе. Мне показалось, что диалоги произносились с театральным пафосом, но меня это не раздражало. В целом все хорошо, саундтрек интересный, песенка про морского дьявола запоминающаяся. Немножко социалистических идей, псевдо-латиноамериканского колорита, любовный треугольник, печальный финал, хорошие актеры, и фильм удался. Голубоглазый, стройный Коренев в коротких белых шортах в 1961 году, наверное, был принцем для всех девушек СССР. А красавица Вертинская с миндалевидными глазами – мечтой всех мужчин СССР. Уйти от проблем с бренной земли на дно океана – идея, наверное, не так уж плоха на какое-то время. Но рано или поздно все повторится, и расслоение, и противоречие. А земные обитатели усмотрят в морских жителях источник бесплатной рабочей силы, и дальше все по кругу. Пессимистично, но кажется, выхода нет, или это только кажется. На сегодня все. Всем пока.